Так, здравствуйте. Вот хотел рассказать, как обработать свой участок от клещей. Вот у меня вот так вот получилось, что мой сад находится возле леса. Где у нас? Вот он лес. И вот несколько лет назад мне на сына клеща сняли, собаки тоже 3 клеща с подбородка сняли. И с тех времен каждый год, каждый месяц, раз в месяц, по первым числам, допустим, обрабатываю свой участок от клещей. И тогда мы уже безопасно обрабатываю свой участок от клещей, тогда мы уже безопасно как бы приезжаем в сад. Значит, что нам понадобится? Нам понадобится циперметрин. Я беру обычно вот большую такую бутылку. Сколько там литров? Несколько в ней, да? Так, понадобится нам вот такой опрыскиватель и такая штучка. Вот здесь на инструкции написано, сколько разводить. Я вот на колпачок 50 грамм, 5 литров воды. Вот у меня здесь моя опрыскиватель на 5 литров. Вот колпачок идет такой вот на нем. 50 миллилитров на 5 литров воды. Ну и здесь такая же инструкция написана. Вот. Здесь написано 12,5 и 7,5. Ну я беру в среднем 10 миллилитров на 1 литр воды. Так, перед обработкой участка надо бы, конечно, траву подстричь. Вот, там, у кого мотокоса, у кого ручная, у меня ручная такая тележечка. Катаю ее, и она постригает ровненько газончик. Вот. И потом, когда заведем, сейчас покажу. Ходите змейкой, начиная от одного края забора, и вот так вот ходим, и все, не пропуская ни одного участка, опрыскиваем всю траву. Даже эти, как их называется, дорожки бетонные, тоже все опрыскиваем. Вот я раз в месяц так обрабатываю, и мы уже безопасно приезжаем. Собаку выпускаем во двор по саду, и уже никаких клещей нету. Она уже никаких клещей себе на подбородок не подцепляет. А в прошлый раз лечили, ну, вовремя мы сняли, конечно. Но собака заболела. Обошлось, конечно, попроще, все без капельниц. И выздоровела она. Ну вот, как бы такие дела. Надо обрабатывать. Вот я уже обработал участок-то, но мне чуть-чуть не хватило. Я сейчас 10 миллилитров на 1 литр воды разведу. Ну, приезжать, конечно, обрабатывать. Я приезжаю один с утра, допустим, когда моих никого нету. А семью можно привезти будет через 2 дня, через 2-3 дня. В тот же день как бы не надо, конечно, привозить семью-то. А через 2-3 дня можно приезжать уже с семьей. Вот поэтому у нас традиционно я обрабатываю. Мужчина. У кого как получится. Так, все, заводим и сейчас покажу. Вот видите, вот работает эта брызгалка. И все, идете вот так вот. И по всему участку змейкой, не пропуская ничего, обрабатываете. Во время обработки, конечно, перекусывать там есть не надо. Маску надо одевать. Это разводы. Когда ветер, тоже обрабатывать не надо. Перед дождем тоже обрабатывать не надо. Выпрать надо, когда погода без дождей. И в то же время не очень солнечно. Я, допустим, утром обрабатываю. Вот сегодня пасмурно, но дожди не обещали. Вот там под машиной где-то. Машину неохота перегонять. Возле участка тоже обрабатываю. Потому что пока народ же выгружается, собака выгружается. Чтобы возле участка тоже не напали на нас клещи. Все.